Привет, подписчики, привет, друзья, привет, враги и все те, кто, как говорится, случайно напоролся на это видео. С вами снова я, Олег Кашинцев, майор в отставке, диссидент и враг государства путинского. Как вы поняли из названия этого видеоролика, речь в нем пойдет сегодня о лицах, которые оказывают силовым органам так называемое конфиденциальное содействие. Это различные осведомители, агенты, в общем, агентура, но также доносчики. Чем, по моему мнению, отличаются доносчики от других названных мной категорий лиц, я также сегодня расскажу. Думаю, что в последнее время эта тема весьма актуальна, поскольку после начала полномасштабной войны против Украины в российских силовых системах, как я считаю, значительно выросло направление работы с акцентом на разного рода стукачей и доносчиков. И нужно отметить, что агентурная работа во всех оперативных подразделениях, которые уполномочены ей заниматься, конечно, устроена примерно одинаково. Поэтому это видео будет прежде всего полезно тем, кого преследуют по политическим мотивам и кто опасается, что их разработкой могут заниматься с использованием так называемой агентуры. Также вы узнаете, возможно или нет вычислить подосланного к вам ФСБшного или ЦПшного агента. И еще один важный момент. Я хочу напомнить вам, почему я рассказываю обо всем об этом. Идет война, которую устроил преступный режим, установившийся в России. Этот фашистский режим ведет войну не только против Украины, которой достается сейчас больше всего, но и в принципе практически против всего цивилизованного свободного мира. Во время войны каждый выбирает свою сторону. Находиться где-то посередине в ожидании лучшего момента – это неправильно. Я выбрал светлую сторону, сторону Украины, сторону добра и сторону свободы. И именно поэтому я считаю, что путинскому режиму необходимо причинять ущерб любыми доступными способами, что я и пытаюсь делать в настоящее время. Поэтому, как обычно, досмотрите этот видеоролик до конца, поставьте лайк, поделитесь им и подпишитесь на этот канал, если, конечно же, вы еще не сделали этого. Итак, поехали! Сейчас кратко для понимания. Дело в том, что в нормальных условиях, когда правоохранительные органы делают то, что они должны делать, и то, для чего они созданы, агентурная работа – это обычно и всемирно распространенное явление. Агентурой пользуются везде, и в Израиле, и в США, и в Европе, и в Иране даже. Благодаря агентуре удается раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления, ловить международных террористов и знать все о планах сумасшедших диктаторов, планирующих войну. Получать такую информацию, которую получить, допустим, техническим путем, абсолютно невозможно. Именно здесь помогает агентура. Но только в странах с разного типа диктатурами, вроде сегодняшней России, агентуру используют как часть репрессивного механизма против своих же граждан, когда обычные стукачи становятся доносчиками, а культура массовых сталинских доносов на друзей, знакомых, на родственников, на учителей, на учеников обретает практически новую жизнь. Работа с так называемым спецаппаратом, то есть агентурная работа, в российских органах регулируется специальными внутренними секретными и совсекретными приказами. Во всех ведомствах это устроено примерно одинаково. Личные дела этой категории лиц имеют гриф «совсекретно». Вы спросите, а есть ли списки стукачей и доносчиков? Условные списки, конечно же, есть, и у каждого ведомства, и даже у каждого отдела они свои. Информация о них везде носит гриф «совершенно секретно». Далее я постараюсь ответить на такие вопросы, как и почему люди становятся осведомителями, агентами или доносчиками, где обычно используют этих лиц, и можно ли вычислить таких стукачей или доносчиков. Вы, наверное, все не раз смотрели американские фильмы про полицейских, да? В них частенько можно увидеть, как детективы работают со своими стукачами, информаторами, встречаются на конспиративных квартирах, платят им, поят их, кормят их и так далее в обмен на информацию. В России оперативники работают со своими стукачами примерно так же, но есть
некоторые отличия от фильмов. Погрешность обусловлена российскими реалиями и годами деградирования системы силовых органов. В МВД, например, большинство стукачей – это просто балласт, который порой необходим только для отчетности, для того, чтобы заполнить этим балластом требования плана по приобретению. Есть такой план. Да, именно так. Есть такой план, когда от каждого оперативника требуется иметь, например, не менее 3 источников одной маленькой категории, так называемой, и 1-2 источника большой категории. Палочная система – это такая штука, которая повсюду в России, и в агентурной работе она тоже присутствует. Некоторые так называемые источники могут даже не знать о том, что они являются таковыми, и быть ими лишь на бумагах. Это издержки палочной системы. Но о прелестях данной системы палочной я расскажу в своих следующих видеороликах. Пока еще не знаю когда, но обязательно это сделаю, так что ждите. Итак, для того, чтобы ответить на вопрос, как люди становятся агентами, следует понять, как российские оперативники находят или приобретают так называемый спецаппарат. Как говорил однажды один веселый полковник, каждый человек является источником информации. Всегда можно найти того, кто что-то видел, что-то слышал или что-то знает. То есть каждый профессиональный оперативник видит в участнике какого-либо события потенциальный источник информации. Неважно, кто это. Потерпевший, свидетель, очевидец или подозреваемый даже. И здесь уже все зависит от самого сотрудника, от его профессионализма и может ли он в итоге найти подход к этому человеку, войти в доверие, чтобы в дальнейшем с помощью него получить нужную информацию, или же он будет просто послан подальше. Здесь я, конечно же, имею в виду работу по раскрытию настоящих преступлений. Но, учитывая, что все оперативные ведомства в Российской Федерации и особенно в МВД работают примерно по одним и тем же шаблонам, я уверен, что, например, у гестаповцев в центре которые преследуют граждан по политическим мотивам, агентурная работа устроена примерно таким же образом. И сотрудники политической полиции действуют примерно так же. Аналогичный подход к работе с агентурой, я так понимаю, и сотрудников ФСБ. Это, кстати, понял в том числе и после того, как они несколько раз пытались внедрить ко мне своих агентов. Посылали то одного, то другого, как с аппаратурой, так и без нее. Однажды в России был такой случай, когда они, то есть ФСБшники, подослали ко мне человека, старого знакомого по бывшей работе, с барсеткой, которую просто-напросто распирала от какой-то напичканной в нее хрени. Что меня сразу, кстати, насторожило. Нужно сказать, что тот человек для смелости еще, видимо, выпил спиртного. В общем, подошел ко мне целенаправленно, почти демонстративно развернул барсетку в мою сторону и начал задавать вопросы, по которым я сразу, в принципе, понял, в качестве кого он ко мне пришел. Например, одна из фраз меня совершенно убила. «Олег», — сказал он, — «ведь ты сейчас в оппозиции, а можешь типа меня к себе в оппозицию тоже взять». Я с трудом сдержал смех и вежливо попрощался с ним. Это выглядело так, как будто он просит взять его в какую-то банду, что ли. Парню явно не стоило пить. В итоге он полностью провалил задание, как я понимаю, по внедрению. Были, конечно же, и другие многочисленные, более серьезные случаи с более выраженными, так сказать, целями и с аппаратурой, которую я обнаруживал. Но об этом не сейчас. Большую часть потенциальных источников информации оперативники стараются находить, то есть подбирать из того же окружения, которое представляет для них оперативный интерес. Например, если им нужна информация о группе грабителей, то целесообразнее, разумеется, будет прикрыть эту группу человеком из такой же среды, либо же завербовать члена самой этой группы. И если нужна информация об автоугонах, то подбирают лица из числа угонщиков или гаражных воришек. Если нужна информация о наркоманах, то источники информации тоже будут, соответственно, наркоманы, дилеры, барыги и так далее. Соответственно, если рассуждать логически, то можно сделать вывод о том, что для получения информации о политических активистах, оппозиционных политиках или группах гестаповцы стараются завербовать лиц, имеющих к ним отношения, то есть из той же среды, либо же внедрить туда подобранных по другим направлениям агентов и осведомителей.
Иногда нужна информация о конкретном человеке, и тогда органы могут использовать его близкие связи, вплоть даже до родственников или любовников, любовниц. Почему же люди соглашаются быть стукачами? Здесь можно назвать несколько факторов. Одну из немаловажных ролей здесь играет финансовая заинтересованность. Не секрет, что за сотрудничество агентурный аппарат получает деньги. Кто-то получает деньги за конкретную информацию, а кто-то, скажем так, на основании чего-то вроде трудового договора. Заинтересовать человека деньгами совершенно несложно. Особенно, например, если этот человек имеет проблемы с наркотиками или с алкоголем. Как правило, таким лицам нужен сиюминутный доход, и слив информации за разовую или регулярную оплату вполне себе неплохой вариант. То же самое работает, как мы видим, из некоторых статей в СМИ и с агентами, которые привлечены к разработке политических активистов, то есть по политической окраске. Но деньги там, судя по всему, совершенно другие. Как я уже сказал, палочная система МВД проникла также и в работу с агентурным аппаратом. Поэтому многие оперативники, особенно в регионах, гонятся не за качеством, а за количеством. Отсюда и получается, что привлечь к сотрудничеству пытаются практически кого угодно, даже лиц без разведвозможностей. Порой это принимает такие обороты, что человек даже не знает, что является осведомителем. А некоторые особо умные сотрудники умудряются еще и сообщения за них на бумаге строчить. Опять же, все та же палочная система. Еще одну немаловажную роль в решении человека о сотрудничестве с органами играет его желание получить какие-либо поблажки или иметь, как он считает, друга в силовой среде. Надежда на то, что его когда-то отмажут, если он, например, в очередной раз влетит за нарушение закона, движет некоторыми людьми и становится причиной, по которой человек идет на сотрудничество. Некоторые люди такой категории, как правило, имеют систематические проблемы с законом, и они считают, что, вступив в доверительные отношения с силовыми органами, можно как-то себя обезопасить. В большинстве случаев, практически всегда, они заблуждаются. Но имеют место случаи, когда за некоторых источников перед судьей действительно пытаются замолвить словечко люди с большими погонами. Следующая причина, по которой люди начинают работать на правоохранительные органы, это совершенно искреннее желание помогать в поиске преступников, то есть идейные соображения. Поверьте мне, есть люди, которые из добрых побуждений готовы помогать и предоставлять информацию о преступлениях, о преступниках. Но, к сожалению, как мы видим из множества сообщений, есть такие же движимые добрыми, в кавычках, побуждениями доносчики, по-другому я их назвать не могу, которые активно сотрудничают с Центром или с ФСБ и помогают собирать информацию на активистов или оппозиционных политиков. Что движет такими людьми, там сказать трудно. Они, наверное, считают это патриотическими мотивами, но вот только искаженное сознание у таких людей полностью стерло в их мозгах все границы между патриотизмом и рабством. Иногда еще на сотрудничество с органами людей толкает обида и желание отомстить объекту разработки из-за несложившихся отношений, неподеленного бизнеса или же личной неприязни. Человек считает, что сотрудничеством с органами и сливом информации на обидчика он сможет восстановить, по его мнению, нарушенную справедливость и, конечно же, отомстить обидчику. В последнее время все чаще мы видим, как ФСБ и сотрудники Центра которые, кстати, подчиняются ФСБ, применяют жесткие незаконные методы вербовки. Что я имею в виду? А говорю я о склонении к сотрудничеству путем угроз возбуждения уголовных дел или путем шантажа. С такими методами вербовки в системе МВД на практике я никогда не сталкивался. Я убежден, что они присущи лишь отморозкам, работающим по большей части только в центрах МВД, либо же в политических отделах ФСБ. Нормальный человек туда работать, конечно же, не пойдет. Думаю, что таких сотрудников заставляет делать это понимание того, что в обычных условиях человек, который представляет оперативную ценность для разработок с политической окраской, сотрудничать с такими органами не будет, если он только не свихнувшийся от пропаганды патриот. Но это уже само собой ставит под сомнение его умственные и
возможности и, соответственно, эффективность его работы. Поэтому берут, как я понимаю, силой, и причем тех, кто имеет отношение к разного рода оппозиционным движениям или группам, либо же внедряют туда таких лиц. Но качество, разумеется, к счастью, от этого сильно страдает, поскольку отношения с источником, построенные на угрозах и шантаже, никогда не будут доверительными. Такой человек чаще всего будет тупо кормить органы дезинформацией и в самом худшем для гестаповцев варианте работать на две стороны. Это мы можем видеть также, например, когда завербованный агент становится перебежчиком и сливает всю информацию о своих вербовщиках и инициаторах разработки не только объекту разработки, но и в публичное пространство. Источники, завербованные таким образом, никогда не будут работать на полном доверии с инициатором. Скорее наоборот. Они будут искать любую, даже самую маленькую возможность, чтобы всадить нож ему в спину. В обычных же идеальных условиях сотрудничество построено на доверительных отношениях. И здесь огромную роль играет психологические навыки оперативника, умение войти в доверие, честность с источником и умение правильно заинтересовать его в сотрудничестве. Далее я расскажу о том, где и как путинские репрессивные органы могут использовать агентуру против вас. Поле для работы и для использования агентуры сейчас в России как никогда широко и необъятно. Давайте я расскажу о возможных минах, разбросанных прямо по пути вашего возможного не очень приятного следования. Итак, вы еще на свободе. Если гестаповцы взяли вас в разработку, то первым делом, наряду с наблюдением и техническими мероприятиями, такими как прослушка и прочее, будут произведены попытки прикрыть вас источником или источниками информации, которые будут освещать вашу, так сказать, деятельность. Как я уже говорил, источников, скорее всего, попытаются подобрать из числа ваших коллег, ваших знакомых, ваших соседей, ваших друзей или даже ваших родственников. Либо же они попытаются внедрить в ваше окружение своего агента или сотрудника под прикрытием. Кстати, кроме получения информации, агенты могут быть задействованы также для установки всякой следящей аппаратуры в доме, в машине, в офисе, да где угодно в принципе. Как здесь понять, что человек, с которым вы общаетесь по работе, ваш знакомый, ваш родственник или сосед работает на путинские спецслужбы? Скажу сразу, что обывателю сделать это крайне сложно, иногда невозможно вовсе. Легче всего вычислить внедренного к вам на работу, в команду или в группу агента, чем вычислить, например, завербованного агента из числа друзей, соседей или даже родственников. Но в большинстве случаев только проколы внедренных стукачей позволяют открыть правду. Какие это могут быть проколы? Если это внедренный к вам человек, то, как правило, представляется он вымышленным именем. Иногда, например, в ходе банальных офисных разговоров он может выдать себя, не отозвавшись, например, несколько раз на четко произнесенное имя. Конечно же, это могут быть также странные попытки несанкционированного доступа туда, куда этому человеку доступ закрыт. Чтобы попытаться вычислить такого агента, могу дать следующие советы. Почаще спрашивайте у вызывающего у вас подозрения коллеги о его личной жизни, именно родственников, клички животных, о биографии, о поездках в отпуска и так далее. Повторяйте эти же самые вопросы, но немножко под другим углом, спустя уже некоторое время, например, через 2-3 недели. Если человек на один и тот же вопрос дает разные ответы, то стоит насторожиться. Человек с вымышленной биографией не сможет помнить все лживые ответы, которые он дает на, казалось бы, обычные бытовые вопросы. Если он выдумывает ответы на ваши вопросы, то он просто не сможет запомнить все подробности вымышленной жизни и 100% проколется на этом. Если же агент работает под своими реальными данными, что с внедренными бывает крайне редко, то способ с вопросами тут может не сработать. В данном случае повышенный интерес к вам и странное поведение будет сигналом для тревоги. Обращайте внимание, кстати, на неформальное общение. Например, во время выпивки, если он, конечно же, пьет. Алкоголь многим развязывает язык. Как вычислить агента среди знакомых или друзей?
Первым делом нужно вспомнить, каким образом у вас завязалось общение с этим человеком. Иногда подстроенная встреча может выглядеть как случайная. Опять же, так же, как и в случае с внедренными в ваш коллектив агентами или агентом, путинские спецслужбы могут внедрить к вам и агента под видом друга или же знакомого. То есть пробуем делать то же самое, что и с вызывающим подозрения коллегой. Но во всех случаях вы должны действовать деликатно и аккуратно и быть уверенными. Иначе в случае ошибки, в лучшем случае можно выглядеть глупо, а в худшем потерять друзей. Что же делать, если спецслужбы завербовали уже давно, с детства, являющегося вашим другом, знакомым или же простым коллегой человека или родственника? То есть, когда функцию слива информации выполняет уже не внедренный агент с вымышленными данными о себе, а реальный человек. С одной стороны, в таких случаях максимально сложно понять, что человек доносит на вас, если, конечно же, он сам вам об этом не расскажет. Но поймите одно. Если человек разделяет ваши взгляды и поддерживает вас в вашей деятельности, то вряд ли он станет целью для вербовки органами. Если, конечно же, у него нет каких-то больших проблем, совершенно огромных. Другое дело, когда ваши политические взгляды расходятся с его политическими взглядами. Вот этим-то, скорее всего, и воспользуются спецслужбы. Доверие, приобретенное с годами, легко может быть использовано против вас. Но с другой стороны, такие агенты, на мой взгляд, не обладают достаточной подготовкой и профессиональными навыками. Поэтому могут себя выдать. Надеяться только на это, конечно же, не стоит. Странное поведение человека, например, странные вопросы и внезапный интерес к вашей деятельности, которого раньше не наблюдалось, может говорить о работе на репрессивные органы, но не всегда. Также следует обратить внимание на то, задерживали ли такого человека недавно. То есть были ли у него какие-то приводы или доставления в органы. И по каким вопросам он там находился, где его, кстати, могли завербовать. Если подозреваете близкого человека в работе на органы, постарайтесь напрямую поговорить с ним об этом. Стройте свои разговоры искренне и на доверии. Давнее знакомство с таким человеком может вам помочь, и вы сможете понять, где он лжет, а где он говорит правду. Как вычислить возможного агента из числа ваших соседей? Опять же, здесь может быть несколько вариантов. Органы завербуют кого-то из ваших соседей, кто уже давно живет рядом с вами и с которыми вы находитесь в доверительных отношениях. Здесь тот же подход, что и с друзьями или знакомыми. Нужно также обратить внимание на то, как давно он живет рядом с вами, то есть ваш сосед. Прожил ли он в соседней квартире всю жизнь, или же он приехал на днях. Если он живет давно, то опять же нужно обратить внимание на то, разделяет ли он вашу позицию, или же он тупой Z-патриот с георгиевской ленточкой на груди. Если он приехал недавно и навязчиво хочет стать ближе к вам, то используем тот же способ, что и с возможным внедрением к вам. Задаем одинаковые вопросы через некоторый промежуток времени. Следующий шаг, следующая стадия. Вы попали в отдел. На допрос или опрос, неважно. Иногда в перерывах вас могут выпускать покурить или посидеть на скамеечке. Не стоит ни с кем общаться там, поскольку такими же, как вы, на первый взгляд, задержанными могут быть обычные агенты, которые выдумывают свои истории специально для вас, чтобы вывести вас на нужный разговор. А может даже записать на диктофон. Дело в том, что в последующем таких людей могут использовать уже в качестве свидетелей на суде против вас. Здесь, я думаю, все просто. Вычислять можно даже и не пытаться никого, просто молчите. Следующая стадия. Вас посадили в спецприемник или в ИВС. Ситуация аналогичная той, что я только что рассказывал про скамейку и про курилку. Агента могут также подсадить к вам в камеру. Цель его будет в установлении доверительных отношений с вами с последующим получением информации согласно заданию и передачей ее инициатору. Далее этот же человек также может быть использован органами против вас в суде. Следующая стадия. Вас отправили в СИЗО или, не дай бог, на колонию. Все примерно так же, как и с ИВС, но разница может быть только в том, что агентами могут быть уже реально попавшиеся и находящиеся в СИЗО или отбывающие наказание лица, которые работают на
оперотдел СИЗО или оперотдел колонии, которые получают за это определенные плюшки. Как вычислить агентов, которые будут сидеть с вами в одной камере? Человеку, который впервые попал в камеру, вряд ли получится это сделать. Ведь вопрос отца-камерника, за что тебя закрыли, является вполне нормальным и закономерным, и не говорит совершенно ни о чем. Не стоит пытаться там как-то вычислять таких агентов. В данном случае, чтобы не усугубить свое положение и не дать повод гестаповцам привлечь вас еще более, то есть еще по другому какому-то делу уголовному с политическим окрасом, лучше придерживаться правила ничего лишнего не говорить, поскольку даже если ваш собеседник не работает на оперотдел, то в камерах наверняка могут быть прослушивающие устройства. Отдельно скажу о стадии следствия и о суде. Агенты, которые все это время находились рядом с вами, могут быть использованы как свидетели уже на стадии следствия и, соответственно, далее в суде. Мне точно известно, что в органах широко практикуется использование так называемых зашифрованных свидетелей как на стадии следствия, так и в суде, в качестве которых как раз и выступают агенты, осведомители и прочий спецаппарат. Поэтому агенты, подосланные к вам, в конечном итоге сыграют как минимум две роли. Они не только сольют всю информацию о вас и о ваших единомышленниках гестаповцам, но еще и выступят против вас свидетелями по уголовному делу. Еще немаловажный момент. Не нужно доводить все это до какой-то паранойи. Думайте и действуйте рационально. Взвешивайте несколько раз все имеющиеся у вас данные. Не нужно видеть в каждом человеке, который вас окружает, агента ФСБ или агента Центра Э. Ко всему нужно подходить с умом и холодным расчетом. Старайтесь не делать поспешные выводы на эмоциях. Соберите больше данных, прежде чем прийти к выводу, что этот конкретный человек действительно агент. А теперь, как и обещал, расскажу, в чем, по моему мнению, разница между обычными агентами, осведомителями и доносчиками. Как я сказал ранее, в каждой стране правоохранительные органы работают с агентурой. Это мы знаем как из публикаций в открытых источниках, статьях, новостях, так и из исторических документов. Работа с агентурой позволяет раскрывать и пресекать преступления, пресекать теракты и спасать жизни людей, узнавать планы агрессора перед нападением. Это то, для чего в нормальных условиях ее должны использовать. И это совершенно нормально. Но в путинской России, так же как и в других действующих диктатурах или диктатурах с позором ушедших в историю, агентуру используют для политического преследования. Это можно увидеть, обратившись, например, к советской истории, особенно к сталинскому периоду, когда доносы были одной из тех неотъемлемых скреп, на которых держалась власть. То же самое мы наблюдаем и сейчас при Путине, когда культура почти уже сталинских доносов вновь возрождается и становится удерживающей власть скрепой для сегодняшнего фашистского режима в России. Когда родственники доносят друг на друга, учителя доносят на учеников, ученики доносят на учителей, и на тех, кто не доносит, теперь уже тоже доносят, и их привлекают к ответственности за то, что они не донесли. Так вот, что же такое донос в классическом понимании этого слова? Донос – это тайное сообщение органам государственной власти о таких действиях граждан, которые не являются преступными или общественно порицаемыми с точки зрения общества или морали или цивилизованного демократического мира, но которые эти органы и государства, в котором они работают, таковыми считают. Отличие доносчиков от обычных стукачей, агентов и осведомителей, которые работают на раскрытие преступлений, в том, что доносчики, в отличие от них, получают и передают информацию о гражданах, которых государство преследует по политическим мотивам или за их отличную государственную точку зрения. Точный пример тому доносы на людей с антивоенной позицией. И мы видим, что в современных российских силовых органах, особенно после начала вторжения в Украину, большая часть работы агентурного аппарата ожидаемо была заточена именно на доносы. У меня на сегодня все. Думаю, что главное я вам рассказал.
Задавайте вопросы в комментариях и не забывайте, кстати, также подписываться на мой телеграм-канал, где я публикую оперативную информацию. То есть быстро публикую информацию, быстрее, чем здесь. Ссылка на него в описании. Ну и, конечно же, как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. Друзья, также, если есть возможность, прошу вас оказать помощь моему каналу. Ссылки и реквизиты для перевода возможных донатов, пожертвований вы найдете в описании к этому видеоролику и в описании канала. Заранее благодарю вас. Всем пока.